Всем привет, меня зовут Стас, я 8 лет живу в Польше и занимаюсь бизнесом. И сегодня у меня очень важное прямое включение из Польши, из Кракова, и очень важная для вас информация. Многие из вас спрашивали, как бы это ни звучало пафосно, я даже многим на консультациях говорил, что сейчас непонятная ситуация, это невозможно, у нас нет кейсов, но сейчас это произошло, и это можно. Что это? Вопрос. Что же можно? Получить бесплатное гражданство в Польше. Возможно, можно уехать в Америку, не имея визы. Нет, друзья мои, все гораздо веселее. В жопу это Америку. Все гораздо веселее. Теперь можно получить вид на жительство, то есть карту побыту на основе jednoosobowej działalności gospodarczej, на основе вашего польского ЧП. Вы так много и давно этого ждали, и теперь это возможно. В этом видео я расскажу, что для этого нужно. В двух словах, да, набросаем какую-то стратегию и видение, что для этого нужно. И, в принципе, самое важное, самое важное, что вы должны зафиксировать, это то, что можно теперь получить карту по быту, по бизнесу на основе твоего частного предпринимательства. Поэтому, если у вас был вопрос в этом, то можете закрывать это видео, поставьте лайк, напишите коммент и до встречи в новых видео. Но, если вы недавно на канале, то давайте обсудим, что же для этого нужно и поменялись ли условия по сравнению со спілкою ЗО. Нужно как бы разделить весь процесс получения и критерии получения вида на жительство по, я буду говорить по бизнесу, да, потому что и спілка ЗО, и ЧП это как бы, и ЙОДГ это бизнес. Первое это ты. Второе – это бизнес. Первый пакет документов собирается по тебе, как по физическому лицу. И это, кстати, фишка бизнес ВНЖ, да, то, что тебе нужно как бы два пакета, ну, условно, два пакета документов, да, собирать. По человеку это такие же формальные вещи, как и по любой карте по быту. Я даже там полный список не помню, может, могу что-то забыть, но в целом это адрес до корреспонденции. Сейчас отменили прописку. Вместо прописки добавили пункт номер 2, я сейчас скажу. Но в целом это какой-то адрес до корреспонденции. Второе. Это минимальный доход в Польше. На текущий момент это 3010 злотых брутто. Вот это очень важная вещь, да, то есть у вас должен быть подтвержденный источник дохода в размере вот такой вот суммы. Если вам интересно узнать, что такое подтвержденные источники дохода, напишите в комментариях, я запишу отдельное видео под это. Далее, всякие формальные вещи, такие как страховка, она может быть по ЗУСу, она может быть какая-то коммерческая. Далее, это, если я правильно помню, 4 фотографии. И пятое, это, напишу ВН, это внесок. Это просто правильно заполненный внесок на основе бизнеса в Польше. Шестое, это свидетельство о рождении. По крайней мере, на первую карту по быту это точно нужно. На вторую, по-моему, нет. Да, на вторую карту не нужно. И седьмое, это заочник номер 1. Это вот история, которая касается бизнеса. Хорошо, ребят, вот это вот непонятным шрифтом написанные критерии по тебе. Кстати, если вы внимательны, то зацените, у нас два цвета. Жовто, блакитный. Бизнес. По бизнесу ситуация очень интересная. Во-первых, это справки. СПРВ. Это справки. Справка об отсутствии задолженности в ЗУСе, справка о том, что нет задолженности в Ужонде Скарбовом. Иногда что-то просят от вашего банка, где вы обслуживаетесь. Это какие-то справки. Друзья мои, второе это, собственно, критерии. Да? Это критерии, которые вы должны выполнить. И напомню, что критериев для получения бизнес-ВНЖ 2. Их 3 даже, 2. Итак, критерий номер 1. Я нарисую тут двух поляков. Критерий номер 1. Нанять на час неокрещенный минимум 2 поляков. Час неокрещенный – это неограниченный срок, без срока конечной даты разрывания этого договора. Да? В общем, нанять 2 поляков. Критерий номер 2. Показать чистую прибыль вашего бизнеса в 12 средних зарплат воеводства, в
котором вы подаетесь. Сэкономлю ваше время, скажу, что сейчас, на текущий момент, это где-то 65 тысяч злотых, вот если брать там всю Польшу. В каком-то воеводстве меньше, в каком-то больше, где-то 65 тысяч злотых. В 2023 году я думаю, что это будет примерно уже 70 тысяч злотых. Поэтому давайте я напишу сразу с запасом 70к. И третий пункт, он очень интересный, мы сами когда-то по нему подавались, потому что мы не выполнили вот эту вот историю. Это нести какую-то ценность, показать, что ты принесешь какую-то ценность польской господарке, да, польскому бизнесу, и показать, что ты в будущем сможешь выполнить этот или этот критерий. Да. Возникает вопрос, как мне пойти по третьему пункту, то есть что мне нужно сделать, чтобы этот третий пункт как бы его показать инспектору. Ответ такой. Вы пишете бизнес-план. Вы пишете бизнес-план, где, собственно, описываете вашу стратегию и видение по бизнесу в Польше и описываете ответ на вопрос, желательно в бизнес-плане, как вы собираетесь и поляков нанимать, и чистую прибыль делать. Это не обязательно, но мне кажется, что инспектору было бы приятно на это посмотреть. Далее, что еще? Да, вот мы обсуждали только что. Вся движуха, которую вы только можете показать, это контракты с вашими клиентами, партнерами, контрагентами. Это все выписки из КРС, устав компании и все остальное. Тоже нарисую такие документики, да. Это, возможно, какие-то инвойсы, приложенные к делу. Седьмое – это уплаченные, напишу нал, уплаченные налоги, чтобы показать, что вы, собственно, их уже платили, сколько вы заплатили вата, сколько вы заплатили доходного налога, где у вас находится офис, договор на офис. В общем, вся возможная движуха, весь этот навал, который может вам пригодиться. Это вот вторая вещь, которая касается именно бизнес-составляющей. Друзья мои, самый главный тезис заключается в том, что если раньше вот эту штуку можно было вообще в принципе реализовывать только через спулку ЗО, что было достаточно сложной историей. Я напомню, да, нужно было иметь желательно 2 партнеров, чтобы там не платить 250 евро в месяц ЗУСа и удобно подписывать бумаги. Но это как бы целый такой бизнес-винегрет был. Но многие из вас занимаются малым бизнесом или микробизнесом, кому эта вся штука просто не нужна. И поэтому ЙОДГ, которая у вас есть, или если нет, то мы можем помочь его открыть, да, позволяет, собственно, реализовать вот тот предыдущий слайд. Спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Если я могу помочь вам в развитии вашего бизнеса, помочь открыть ИП в Польше, помочь открыть компанию спółkę ЗО в Польше, или вам нужна платная профессиональная консультация, снизу под видео есть все необходимые ссылки, оставляйте заявку, я либо менеджер с вами свяжется, я буду рад вас видеть. Хорошего вам бизнеса в Польше!